Представители знака зодиака Водолей. Водолеи, мои дорогие, здравствуйте. Второй прогноз, гороскоп на неделю с 19 по 25 февраля. Конечно, будем реалистами. Всегда призываю к этому, потому что любой второй прогноз, он не расскажет о личной жизни, истории каждого из вас. Но я так надеюсь, что мы с вами проведем приятное время и какие-то подсказки вы получите. Итак, неделя с 19 февраля. И начинается понедельник с той даты, когда планета Хирон, символ израненного целителя, соединяется, как бы выравнивается с лунным узлом в знаке зодиака Овен. И это не есть событие размером в одну неделю, дистанцией. Это продлится до 14 апреля 27 года. Ну, понятно, не какое-то конкретное событие, а это словно какое-то решение вы должны принять по конкретному вопросу. Может быть, у кого-то личная жизнь, у кого-то, ну, психоэмоциональная травма даже могла быть, или вот как символ священной раны, когда вам нужно с чем-то определиться, и как будто, ну, может быть, какая-то история должна завершиться, не повториться. У вас новые возможности, мои дорогие водолеи, открываются. Я не останавливаюсь на этом более подробно, просто делаю акцент, что неделя для нас может быть знаковая. Кому интересно поподробнее, с учетом планетарных событий, я оставлю в описании под видео в инфобоксе ссылку, точнее две ссылки на два видео. Первое видео это февраль, где я подробнее рассказываю, и март, который с прицелом как раз до 27 года. Какое-то, ну, как данность в вашей жизни присутствует, с чем вам нужно определяться. И может быть на этой неделе это как квинтэссенция в развитии событий или какой-то личной истории. Давайте мы зададим, тем не менее, те вопросы, которые соответствуют еженедельному видеопрогнозу. Что важно знать? Неожиданности или что скрыто? Возьмем период в одну неделю. Итак, что для вас будет в приоритете, что важно знать, мои дорогие водолеи? Чего не избежать или вот те самые неожиданности? Чему сейчас не время или что вам может помешать? А что же вам будет помогать? Достанем карту «Что скрыто». Может быть, и вы чему-то не придаете значения, или от вас скрывают. Откроем. И по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес. Чем-то же вы все равно занимаетесь, даже если дома находитесь. Это карта энергию денег. Мы посмотрим на неделю. И личная жизнь. Какие же вопросы для вас будут важны? Исполнение желаний. Вот в этой колоде карт, посмотрите, восьмерка жезлов. Как будто рельсы, да? И они уводят нас в будущее. К новым достижениям, к новым высотам, к нашей реализации, самореализации, к новому вкусу, свободу, к новому вдохновению. И как будто там где-то за горизонтом расходятся лучами. Поэтому по этой карте словно что-то убыстряться может быть. Или как ваше решение будет, правда, касаться какой-то очень важной сферы жизни. И все то, что я сейчас где-то говорила по Хирону, вы можете прочувствовать, мои дорогие водолеи. Вы ведь мыслите не так, как мы все. И тут, знаете, как возможности, которые вы чувствуете, может быть, на интуитивном уровне, которые вас буквально ждут, зовут за собой. Это есть какой-то план, который вы хотите реализовать. Это карта быстрой силы, то есть вашей сильной позиции. И нам карта говорит, что вы обязательно осуществите какой-то свой проект. Но бдительность нельзя терять, мои дорогие. Может быть, сама по себе неделя будет где-то турбулентная или много будет перемещений. По этой карте приходят новости, которые могут, по крайней мере, сваливаться нам на голову. Может быть, что-то неожиданное. И нам говорят, контролируй любую ситуацию. Это, знаете, по этой карте часто проходит движение после застоя. Вот даже если что-то притормаживалось, теперь как будто набирает темп и обороты. Давайте посмотрим, каковы неожиданности. Вот нечего добавить. Карта императрица. Это карта благополучия. Это карта нового достатка. Это новое «я». Имеется в виду, это ваши планы. Это но другое качество жизни, безусловно, статус, мои дорогие. У кого-то статус и вопросы, касаемые личной жизни, со сменой статуса вполне вероятно. Для кого-то из вас это по работе.
вы хотите осуществить какой-то план, проект. Может быть, это и ваше творчество, может быть, это и бизнес. Да тут нет ничего невозможного по этой карте. И что бы вы тут не задумали, вы практически можете все осуществить. По этой карте проходит плодотворное созидание. И у нас изображена императрица среди плодоносящего сада. Это цикл нового роста. Знаете, это как безопасное состояние. Вот для вас как новые возможности. И ведь это старший аркан, они у вас на пороге этой недели. Важно чего-то не пропустить. И, может быть, где-то будут предложения или даже те возможности, они не всегда приходят такими, как мы их ожидали. И значит, надо быть готовым взять свою мечту или осуществить свое намерение, даже если, поначалу нам что-то кажется, не так, как мы это планировали или представляли, чему сейчас не время. Вы знаете, с одной стороны, не время подвергать себя опасности, раз, не время участвовать в тех проектах, которые лично для вас неинтересны, или из-за эмоционального нашего какого-то всплеска быть втянутым в те вопросы, которые будут нужны кому-то. Не время тратить попусту само по себе время, как бы это так масло масляным не звучало. По этой карте как будто правильным будет анализировать свой опыт, чтобы не набить еще раз где-то шишек или не найти какие-нибудь грабли, мои дорогие. Это будет важно. Как будто не обновить какую-то ошибку. Вот этому сейчас не время. Не время просто поддаваться импульсу и без оглядки куда-то мчаться. Это карта самообороны. Это где-то воин в душе, поэтому быть пристально внимательным ко всему, что приходит на ваш порог. И именно откликаемся по этой карте, когда первое, либо нам что-то угрожает, второе, когда не упустить возможности. Вот это то, о чем я говорила. Что вам помогает? Вот эта карта фантазий. А вы умеете, мои дорогие водолеи, это просто волшебное качество у вас, видеть мир глазами ребенка. Вот продолжайте. Потому что ведь это мы сейчас, находясь в этой точке, наверное, временного промежутка Вселенной и каких-то открытий, пока не видим возможностей. И именно за вами, за новаторами, будущее, правда? И не отказывайтесь ни от цели, ни от своих желаний. Они вам будут помогать, какая-то мечта вас будет двигать вперед, окрылять. Верьте в себя, верьте в свою мечту, но не торопитесь. Все же между тем, что я хочу осуществить, и какой-то реальностью вам будет помогать баланс в первую очередь, чтобы с одной стороны куда-то не поторопиться и не наломать дров, а с другой стороны не отказаться от собственной мечты только лишь потому, что мы в данный момент времени не видим, как это осуществить. Это вам все помогает. Что скрыто? Туз мечей. Ваше решение какое-то. Никто тут ничего не скрывает. Это правда, тут у нас получается 8 жезлов, а тут туз мечей. Я называю эту карту «Выход из лабиринта». Это окончательное решение по поводу или вопросу у кого-то. Может быть и в личной жизни, но я так больше вижу те возможности, которые, как дела, работа, бизнес, что-то осуществить. Может быть и придется вам с чем-то или с кем-то проститься. По этой карте мы где-то готовы и отказаться даже от чего-то, то, что не может быть продолжено. Вообще здравомыслие и интеллект в первую очередь проходят по этой карте. И может быть сейчас это как в позиции скрыто, или мы пока не знаем, как какое-то дело будет продолжено. Но если мы сами с собой честны, то это как могущественная ясность по конкретному вопросу, теме. И понятно, что это как начало, как и новые энергии, так и свежие силы, мои дорогие. Словно этот меч разрезал какую-то паутину, которая нас спутывала предыдущий период жизни. Это редкий момент ясности. И он словно субъективизм какой-то разрушает или наше представление и открывает правду.
Не просто правда, а тут проход как будто у вас открывается. И вот в продолжении вот этой карты, мы говорили, да, как будто два рельса уходит вот эта дорога, жизненный путь, аллегория, куда-то дальше, за горизонт, к новым возможностям. Правда, у вас так еще карты легли, мои дорогие. Но тут себя нельзя поставить на второе место. Нам не говорят, что мы кому-то что-то доказываем. Как раз нет. Тут правильное взаимодействие с миром, но именно для того, чтобы себе не навредить, буквально так. Дела, работа, бизнес. Может и придется где-то сплясать вот такой танец на мечах. Пятерка мечей. Будет важно не увеличить дистанцию конфликта, с кем-то не поругаться, мои дорогие. Умелое взаимодействие. Императрица, она как раз великий дипломат. Она со всеми найдет 1001 способ договориться. Или уйти от какой-то двойственной, ненужной ситуации, от сложных людей. Не путем, что доказать кому-то что-то, как свою правоту. Да нет, оставить в покое, может быть, конкретного человека или какую-то конкретную ситуацию. Не тратить туда ни время, ни силу, ни энергию для того, чтобы ваша позиция вот должна быть сохранена, а не само по себе отстаивание ваших интересов. Вот почему-то так говорят. Больше быть гибким. Может быть тем самым манипулятором вам придется, но это для того, чтобы какую-то более вашу серьезную миссию осуществить, ведь она вам и помогает. По пятерке мечей как раз если у вас в вашем окружении есть и люди, которые вы, да, вот так, хладнокровно, рациональным умом, вы понимаете, и этот человек мне нужен, меня с ним столкнет судьба, но в предыдущий период вы с ним поссорились, поругались, не нашли взаимопонимания. Тут с учетом карты императрицы у вас есть возможность установить как минимум какой-то нейтралитет или принять важное Соломоново решение. Вот это есть возможность. Финансы, паж жезлов, есть импульс. Может быть, как импульс заработать деньги. Хотя, мои дорогие водолеи, у кого-то это может быть дела, связанные с вашими детьми. Или то, что, ну, где-то пересекается, как дети и финансы. Может быть, оплата за учебу. У кого-то так. Но вообще по пажу жезлов, вы знаете, это ваше решение, это импульс. И я буду заниматься чем-то вот конкретным. Может быть, это как новая какая-то ваша деятельность, или вы пробуете себя в новом деле, или как ваша новая стратегия. Но не горячись, нам говорит эта карта, не торопись. Этот импульс, он не должен как бы улететь в пространство и остаться одним импульсом. Здесь нужно продумать стратегию и тактику, как себя обезопасить, так и не потратить время свое, ну, может быть, на занятия теми делами, которые для вас не сулят какого-то продвижения. Мы где-то себя не должны обесточить или повторить какую-то ошибку. То есть вот этот самый желание, импульс, возможности по финансам, как новые заработки, как все-таки карта императрица нам сразу говорит, деньги будут, правда, но с ними как-то нужно провзаимодействовать по-другому или освоить новые методы взаимодействия с самой по себе денежной энергией, потому что новый статус как будто вас уже обязывает. Интересно. Давайте мы посмотрим личная жизнь, четверка мечей. Карта медитации, карта, когда мы складываем оружие, карта, которая нам говорит, что-то не может быть продолжено, правда. У кого-то может быть это и личная жизнь, или даже если в вашей паре, вы человек семейный, сейчас все хорошо, значит, все равно есть какой-то вопрос, который на будущее не имеет продолжения. Вообще это нам карта может говорить о тихом месте или самой по себе, как медитация, релакс, отдых, мои дорогие. Видимо, вообще в целом говорят, режим труда и отдыха на эту неделю будет важен. Почему? Успеть, наверное, отдохнуть. Уставшие люди делают ошибки, а у вас что-то очень серьезное стоит на кону. Поэтому, когда мы тревожимся о чем-то или, словно, знаете, мы куда-то спешим, торопимся, мы не видим свои возможности. А вот так спокойно, наедине с самим собой, нужно поразмыслить о произошедшем для того, чтобы вот эту взаимосвязь со своими планами на будущее и с реалиями, в
конкретный момент недели, соразмерить, соотнести, может быть, стратегию, тактику разработать на будущее. Но, знаете, как бы нам говорят о голосе мудрости, что может быть какая-то ситуация или вопрос вы не сможете решить. Пусть это на личную жизнь выпало, но у кого-то это правда будет касаться конкретного человека, а у кого-то, может быть, вопросы вашей занятости. Значит, есть какое-то смирение. Что-то мы не изменим, кардинально не переломаем, не перекрутим, не изменим ход мыслей другого человека. Вот это важно. Поэтому, может быть, остановиться, чтобы не увеличивать дистанцию конфликта. Или принять какую-то как задачу, которая как раз и требует от нас того, чтобы мы сохраняли нейтралитет. Правда, какое-то Соломоново решение вам придется делать, мои дорогие водолеи. Видимо, есть то, что должно быть либо продолжено, с одной стороны и отказ может быть, но есть еще и то, что дорого любимо или перспективно, самое главное, для вас. И это может касаться как работы, как людей или отношений в социуме, а для кого-то и вашей личной жизни, личных планов. Поэтому для того, чтобы вот этот ворох мыслей привести в порядок, режим труда и отдыха, мои дорогие водолеи. Отдыхайте. Уделите внимание как своей мечте, вот, да, нам сказали, что помогает, так и тому, чтобы привести, может быть, выстроить какую-то концепцию ваших последующих действий, но это все в какой-то спокойной обстановке. Если есть возможность куда-то как будто отправиться, ну, может быть, это какая-то недалекая поездка на пару выходных дней, определенно это сделать стоит, потому что вы или вам это даст новое вдохновение, или мы всегда из любого, даже недалекого путешествия возвращаемся другими. Мы словно видим мир свежим взглядом. И для вас это где-то тоже на этой неделе будет важно. Для последующих свершений, мои дорогие, задача выйти из этой паутины. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.